Сейчас мы будем работать над нашей грудью и над нашим нижним прессом. Ну что, начнем? Начинаем нашу разминочку, слаживаем ручки в замочек и тянемся вверх. Растягиваем свой корпус, руки, все тело тянется вверх. Отлично. Разминаем ручки. И теперь в стороны. Теперь слаживаем руки перед собой и скручиваемся. Лево, центр, право. Как можно больше пытайтесь повернуться. Отлично. И теперь выпады в сторону. Растягиваем нашу внутреннюю, внешнюю поверхность бедра. Хорошенько тянемся. Остановились и тянемся в сторону. Растягиваем наши косые мышцы. Центр и в другую сторону. Как можно больше пытайтесь опуститься вниз. Отлично. Так, теперь мы поднимаем одновременно наши руки и ножку. Пытайтесь коснуться руками к ступне. Разминаем наш нижний пресс. Отлично. Так, ну что, готовимся теперь работать над нашим прессом. Хватаемся за любую поверхность в вашем доме, будь то диван или что-то другое, и поднимаем ножки вверх. Ноги у нас не касаются пола. Поднимаем ножки за счет нашего нижнего пресса. Поясница у нас прижата, подбородочек смотрит вверх. И поехали так 25 раз. В этом упражнении очень важно, чтобы вы не ложили ноги на пол, потому что если мы будем ложить ножки, то наш пресс будет расслабляться, и это упражнение станет просто бессмысленным. Отлично, записываем свой результат. И теперь у нас отжимания. Самое лучшее упражнение для груди. Отжимаемся 10 раз на коленках. Сегодня мы будем учиться с вами отжиматься, вырабатывать нашу выносливость и наконец-то попробуем сделать больше отжиманий на ровных ножках. Если вы сможете, делайте все на ровных ногах. Если не можете, все делайте на коленках. И так мы с вами и научимся отжиматься. Теперь на ровных 5 раз. Корпус держим ровным. Отлично. И теперь еще десяточку на коленках.
Сегодня у нас будет прям день отжиманий, так что готовьтесь. Отлично. Тянемся. И теперь опять у нас пресс. Слаживаем одну ножку в колени и одновременно у нас поднимается нога и рука. Работаем за счет пресса. Подбородочек смотрит вверх, поясница прижата и работает наш верхний и нижний пресс одновременно. Опять же следите за вашей ногой, она не должна касаться пола. Она постоянно у вас должна быть в движении. Именно за счет этого и будет работа пресса эффективной. Если мы будем расслабляться, конечно же, упражнение станет бессмысленным. Отлично. Это только на первый взгляд кажется упражнение легким, но на самом деле на 15-й раз вы уже почувствуете, какое это упражнение. На каждую ножку будем делать по 20 раз. Теперь то же самое повторяем на другую ножку. Правая вверху и левую поднимаем. Поехали. 20 раз. Отлично. Отдыхаем. Даже с трудом поднимаюсь, потому что действительно очень хорошее упражнение. Так, теперь я одеваю утяжелители на руки. Да, именно на руки, потому что у меня, к сожалению, нет гантелек на 2 килограмма, поэтому я работаю с такими. Смотрите, значит, пальчики наши смотрят друг на друга, и мы ставим ручки так, чтобы они у нас шли наискось. Так у нас работает наша грудь и, конечно же, задействованы мышцы рук. Не советую вам брать больше вес, потому что все-таки упражнение не из легких, и большой вес нам особо не нужен. Нам всего лишь нужно укрепить наши мышцы. Если мы будем работать с большим весом, конечно, тогда у нас уже будет расти наша мышечная масса. А как бы мы девочки, зачем оно нам надо? Так что укрепляем мышцы, сжигаем жирочек, и тогда будет все замечательно. Отличненько. Так я сделала 20 раз. И теперь то же самое, только в противоположную сторону. То же самое 20 раз. Да, не из легких упражнений, так что готовимся. Отлично. Снимаем или бросаем ваши гантельки. И поехали наш пресс. Ложимся на спинку, упираемся ручки в пол. И теперь поднимаем нашу попу и ножки вверх. Мысленно нарисуйте себе на потолке крестик. И вы должны носочками ног дотронуться как бы до этого крестика. Поднять нашу попу вверх, так чтобы заработал наш нижний пресс. Это просто отличное упражнение, именно направленное на нижний пресс. Верхний здесь задействован, но в большей степени, конечно же, нижний. Потому что всегда любое упражнение, если там задействован подъем ног, то, конечно же, это упражнение задействует наш нижний пресс. Так что запоминаем, что подъем наших ножек — это
Самое лучшее упражнение на нижний пресс. Отличненько, сделали так 20 раз, записали свой результат. Так, а теперь у нас совсем необычные отжимания. Мы ложимся полностью на пол, расставляем ручки в стороны и сжимаем их так, чтобы мы смогли подняться. И поднимаемся на коленки, корпус у нас ровный. Сделайте так хотя бы 10-15 раз. На следующий день вы действительно почувствуете, как болят ваши грудные мышцы. Таких, конечно, упражнений мы раньше не делали, но это одно из самых лучших и эффективных упражнений на грудь. Не спешите делать это упражнение, оно не из легких, поэтому лучше сделать качественно, может даже меньше раз, но правильно. Главное все-таки следить за техникой. Отлично. Тянемся, отдыхаем и поехали в следующее упражнение. Опять наша книжечка. Сводим ручки и ногу вперед. Если вам тяжело подниматься, то поставьте себе ручку за голову и поднимайте корпус так. Вы не должны закидывать голову назад слишком или наоборот смотреть вперед и прикасаться подбородком к груди. Ваш подбородок должен смотреть вперед, потому что у вас может потом болеть просто шея. Следим за нашей ножкой. Сделали так 20 раз. Отдыхаем. Между подходиками отдых у нас не больше минутки. Так, чтобы тело не успело отдохнуть, мышцы не отдохнули наши. Чтобы всегда мы были в тонусе. Потому что мышцы пресса не должны сильно отдыхать. Они должны всегда быть в напряжении. Именно тогда у нас пойдет сжигание этого самого жирка. Прижимаем поясницу к полу, поднимаем себя за счет пресса. Еще немножко. Отлично. Хорошенько дышим. И теперь опять наши ручки с утяжелителем или с гантельками. Сводим их вниз. Когда руки оказываются внизу, мы сжимаем наши мышцы груди. Так что если у вас даже нет каких-то гантель или чего-нибудь другого, всегда можно заниматься дома, если у вас даже вообще ничего нет. Так что не находим отмазки и занимаемся. Поехали, пресс, хватаемся за диванчик и поднимаем ножки вверх. И еще одно, не поднимайте себя за счет силы в руках, не хватайтесь так за диван, а поднимайте себя за счет ног, за счет силы вашего пресса. Именно поэтому, именно так будет работать ваш пресс. Отлично.
Молодцы. И теперь опять наши супер отжимания. Сводим ручки не сильно близко, не сильно далеко, так, чтобы вы смогли подняться. Становимся на коленки, корпус ровный. Я вам гарантирую, на следующий день вы почувствуете, действительно почувствуете боль в ваших грудных мышцах. Конечно же, хорошую боль от хорошей тренировочки. Еще немножечко. Отлично. Прям еле встаешь после этого упражнения. Оно очень хорошее. Отличненько. И теперь опять наш прессик. Поднимаем ножки вверх. Отдыхаем и поехали. Очень часто спрашивают, как убрать нижний животик, как убрать вот этот самый ужасный нижний животик, который торчит, когда мы стоим боком, и очень некрасиво он смущает нас. Как его убрать? Как раз этот нижний животик, это наш жирок, который покрывает наш нижний пресс. Именно этими упражнениями можно и убрать его. Но если вы питаетесь неправильно, конечно же, сколько бы вы ни качали этот нижний пресс, вы его никогда не увидите и не уберете этот жирок. Поэтому питание, еще раз питание. Следим. То, что мы едим, это то, как мы выглядим, в принципе. И теперь опять отжимания. Пьем водичку. Я себе ставлю всегда на тренировочку стакан воды и потихоньку его выпиваю. Могу даже не допить, глоточка 3-4 я могу сделать за тренировку. Так что пить воду тоже очень важно. Отжимаемся на коленках 10 раз. Это наши последние отжимания на сегодня, так что хочу вас обрадовать. Тянемся. Отлично. Теперь пятерочку на ровных ножках. Не бойтесь никогда отжиматься. Девочки тоже могут отжиматься, это тоже для них очень полезно, потому что, еще раз повторюсь, это отличное упражнение для наших грудных мышц. Поэтому отжимаемся. Через месяца 2-3 отжиманий вы заметно увидите, как подтянулась ваша грудь. Она может измениться в форме немного даже. Конечно же, у вас грудь никогда не увеличится за счет упражнений, это все неправда. Так что занимаемся, и все будет отлично. Отличненько, молодцы. И теперь сделаем нашу заминочку. Наконец-то отдохнем от тренировки, потянем шею в стороны. Вперед, назад. Потянем ручки. Тянем руки в сторону. Сегодня хорошенько мы поотжимались, поэтому наши руки устали. Нужно хорошенько растянуться. Заминка тоже очень важна в нашей тренировке, потому что если мы не будем разминаться, то, конечно же, мы можем опять же получить травму. Мышцы должны хорошенько растянуться после работы. Равномерный рост мышц тоже очень важен. Тянемся вниз, слаживаем ручки в замочек и пытаемся их подвинуть как можно дальше. Остаемся внизу и смотрим вверх.
И в другую сторону. Встаем. Так, теперь делаем выпады. Ножка ровная. Тянемся наверх. Если вы работаете над вашей растяжкой, в этих позах мы задерживаемся подольше. Держим равновесие. Остаемся внизу и пружинимся. Я работаю над своей растяжкой, знаю, конечно, что не все идеально, но знаю, что было раньше, поэтому мне кажется, у меня хоть какой-то может быть прогресс. Потому что раньше я ничего не могла, это точно. Так что повторяем то же самое на другую сторону. Никогда не поздно, никогда не рано делать растяжку. Сейчас я пробую садиться на шпагат, хотя для меня это что-то нереальное, кажется, но я стараюсь, пробую, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Скоро вам расскажу насчет этого что-то. Тянемся вниз. Вставляем ножку и тянемся к колену. Делаем глубокий вдох и выдох. Теперь растягиваем свой пресс, ставим ладошки к себе, опускаемся и тянем голову назад. Хорошенько дышим. Теперь становимся на ножки и поднимаем попу вверх. Спинка ровненькая. Тянем спину. Отдыхаем. Медленно поднимаемся, округляем спинку, расправляем плечики. Ну что ж, мы отлично поработали с вами. Теперь жду вас в понедельник, на следующей неделе. Не забываем, что у нас 3 недели занятий New Body. Подписывайтесь на мой канал, ничего не пропускайте. Всем удачи, пока!